Итак, мы рассмотрели, как бывшие повстанцы попали в сеть чекистов и их арестовали. Все это случилось потому, что у Петлюры была манечка поднять антибольшевистское массовое восстание на оккупированной территории Украины. Мы в материалах и об Иване Подгорном Полыне, и предыдущих сериях об атамане Федорченко постоянно касались этой Петлюриной утопической идеи и, можно сказать, на жизнях людей иллюстрировали, насколько эта его идея была гнилой. Я покопалась и выяснила, почему Петлюра был так одержим этим повстанием. И оказалось, что причина все те же самые пресловутые его левацкие взгляды. И вот когда я просмотрела вот эти письма Петлюры, где он давал вказівки, как это восстание поднимать, то что-то мне это напомнило. Ах да, это напоминало маньяческие идеи Ленина о мировой революции. И как Ленин верил в мировую революцию, так и Петлюра слепо веровал во всеобщее украинское восстание. Явно копировал Ленина как своего учителя. И давая указания Тютюннику, чтобы тот побыстрее организовывал это всеобщее восстание, Петлюра мечтал вернуться на горбу выживших и трупах погибших за эту идиотскую идею в Украину на белом коне, при этом сам отсиживаясь в шалаше, то есть на Западе. Вот он пише Тютюннику: «Пам'ятаючи, що сама повстанча акція, якою б успішною вона не була, не може завершити справи встановлення сталої державної влади в Україні. Ви повинні, в разі успіху акції цієї, підготовити ґрунт для повороту уряду і армії УНР, перебуваючих в Польщі і Румунії, на рідну землю». То есть, все задачи он возложил на потерянного по жизни Тютюнника. Победи, подготовь почву, а мы вернемся. И, кстати, неизвестно, что бы эти леваки тут в Украине построили. Короче говоря, это историки должны проводить подобные исследования. И если, может быть, новое их поколение до этого дойдет, но это будет слишком поздно. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Федорченко отличался от всех арестованных и возрастом, и опытом. Целого атамана Катернославского Коша задержали. И вот 3 января 1924 начальник КРО ГПУ УССР Василий Иванов просит Заковского из Одессы немедленно выслать в Харьков находящегося у них Федорченко, как почему-то бывшего соратника Махно. Почему в Харьков? Потому что в то время это была вторая столица УССР. Иванов, видимо, и размещался в Харькове со своим ГПУ УССР и собирался использовать Федорченко в секретной работе против Махно, думая, что тот его соратник. А как там, собственно, Махно? Как раз в конце 23-го Нестора Махно поляки освободили из тюрьмы. Суд не поверил, что Махно готовил восстание на западноукраинских землях, чтобы присоединить их к УССР. И Махно сделал при этом публичное и брехливое заявление, что он вообще-то всегда боролся против большевиков и советской власти. Это заявление вызвало ужас у поляков, которые как раз налаживали отношения с советами. 29 декабря 23-го Махно переехал в Торун. Положение его было бедственным. Денег нет, работы нет. Теперь нам интересно посмотреть на список лиц, проходящих по делу сеть, и выделим тех, кто нас интересует. Горбунів Петро, старшина, адъютант Федорченко. Из книжки Романа Коваля «Подебратский полк армии УНР» мы узнаем, что Горбунів уехал на учебу в Подебрады и для чекистов стал недоступным. Пухальский Михаил, видный партизан Екатеринославщины. Жаль, о нем мало сведений, но историк Юрий Пахоменков говорил о нем на одной из своих лекций, что видел упоминание о Пухальском в 1943 за границей. Тимочко Георгий, старшина отряда Федорченко. Говоруха, казак отряда Федорченко, меры по выявлению. О Говорухе мы рассказали в отдельном видео. А вот характеристика на самого Федорченко. Бывший петлюровский атаман Екатеринославщины, связан с зелеными, поручик армии УНР, работал во французской контрразведке, именует себя принадлежащим к группе масонов. В данное время арестован в КРО ГПУ, при опросах скрытен.
Ну, Скрытин это понятно, про масонов не очень. Именует себя, значит, сам себя назвал масоном. С чего вдруг? Скорее всего, объязычился, что симпатизирует масонам, потому как их цель – объединить людей на основе братства, любви, взаимопомощи и равенства. Такое, общие слова. Ни о чем. Миру мир, экономика должна быть экономной, масло масляное. В январе 24-го уполномоченный Одесской ГПУ Веброс допросил Федорченко, и тут кое-что рассказал о своем прошлом. Например, что им было организовано в Приднепровском уезде в 1920-м 3 повстанских полка. Напомним, 1920 это был уже партизанский период, о котором мы рассказывали во второй части нашего повествования. Потому что эта цифра в 10 тысяч часто мелькает в разных источниках и звучит весьма преувеличенной. Так же, как отряд «Пестушка» называют 40 тысяч. И Федорченко наконец объясняет, что за этими цифрами стоит. Оказывается, из этих 10 тысяч 9 – это потенциальные селяне и не совсем с вилами и лопатами. Предполагалось, что им раздадут в нужный момент оружие из схрона. А 900 человек – это то постоянное число вооруженных партизан, которые были разбиты на 9 отрядов по 100 человек, то есть 9 сотен. Далее Федорченко называет бои, которые прошли под его непосредственным руководством. Под Новопокровкой, где красным пришлось отступить, и под Пятихатками, где теперь уже сами партизаны отошли. Своим адъютантом он называет Петра Горбунива, а начальником штаба Никанора Палагуту. 23 января состоялся допрос Петра Стахова. Этот Стахов меня страшно интересует, что это был за черт, что все ему так слепо верили. Назвал он себя советским работником в городе Одесса, сочувствующий коммунизму. 5 февраля вместе с меморандумом Федорченко отправили в Харьков в распоряжение ГПУ УССР. Меморандум – это так чекисты называли краткое изложение информации на человека, которого куда-то направляют. И он попадает в руки начальника КРО ГПУ УССР Николая Добродицкого. В феврале 24-го племянница Мария Федорченко, вот такая красавица, поехала в Харьков, явилась в КРО ГПУ УССР и довольно нагло требовала свидания с Федорченко. Но свидание ей Добродицкий не предоставил, а приказал немедленно удалиться. А помните Юрия Пирогова, посланника Тютюнника в Румынии? И его не упускаем из вида. Он в это время по состоянию на 28 февраля проживал себе спокойненько в Виннице. Напомним, что он родом из Житомира. А 26 февраля із Софіївки, а секретаря райпарткома і голови райвиконкому під грифом «Таємно» летить в Харків вот така заява. По непевним відомостям в Харкові заарештовано і посаджено в центральну в'язницю громадянина села Софіївки Родіона Яковича Федорченко. Ця особа у свій час водила за собою великі банди під гаслом визволення України від робітничо-селянської влади. Переймались, чи дійсно цей бандит спійманий, про це нам бажано знати або надіслати замітки про його злодійства. Как говорит Бабченко, Родина бросит тебя, сынок, всегда. 26-27 марта 1924-го тех, кто в одной лодке с Федорченко переправлялись полгода назад на советскую сторону, Иван и Илья Моравские, Омелян Турундюк, Андрей Богуславский, Анисим Юзленко, Филимон Щербатый и Леонтий Горницкий были приговорены к расстрелу тройкой под председательством все того же Заковского. Сестру братьев Моравских Евгению из-под стражи освободили и оправдали. Но были еще шансы. Приговоренные стали писать кассационные жалобы и просить о помиловании. 21 апреля 39-летнего Федорченко по этапу возвращают в Одессу назад к Вербасу. Проведенная проверка в Харькове показала, что Вербас промахнулся. Громкого дела не получилось, Федорченко оказался не соратник Махно, и с его помощью Махно из Польши не выманишь.
17 мая Верховный суд утвердил приговор для тех, кто в одной лодке с Федорченко переправлялись в ночь с 13 на 14 сентября 23 на советскую сторону. 5 июня ВУЦИК отклонил ходатайство приговоренных о помиловании. И вот 8 июля в 3 часа 10 минут утра приговор был приведен в исполнение комендантом Одесского губотдела ГПУ Перельцвайгом. 8 июля прервалась жизнь Ильи Моравского, Анисима Юзленко, Андриана Богуславского, Филимона Щербатова, Амеляна Турундюка и Семена Пастуха, тоже знаменитого повстанского сотника. Кстати, до сих пор все эти ребята не реабилитированы. Зам генерального прокурора Вернидубов в 1998 поддержал своих товарищей-чекистов и счел всех их обоснованно осужденными. Вердикт Вернидубова: реабилитации не подлежат. Вот полюбуйтесь на физиономию товарища Вернидубова. Украинский политик, кандидат юридических наук, народный депутат Украины, член Политсовета пророссийской партии регионов, доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Януковича. В 2009 на севастопольских сайтах вышла такая статья. Это чтобы вы понимали, какие товарищи решали судьбы наших повстанцев. Кстати, о Горницком сведений о расстреле нет, его судьба неизвестна. Дело Никона Солодкова выделили в отдельное производство, его судьба тоже нам неведома. Через 2 дня после расстрела тех, кто переправлялся в одной лодке с Федорченко, чекисты делают доклад по его делу, а 23 августа состоялся, собственно, суд над ним в Одессе, председатель все тот же Барминский. Федорченко за это время поменял тактику. Он заявил, что хотя и холост, но на его иждивении находятся 3 племянника, которыми сейчас опекуются дальние родственники. Он объясняет, что по идейным взглядам близок к большевикам. И это, как мы понимаем, очень близко к правде. Говорил, что не хотел оставаться в буржуазной Румынии и что он вообще-то горный техник. Подчеркивал, что принимал участие в антигетманском восстании. Это для большевиков звучало как огромный плюс. У нас есть видео о том, как большевики проводили спецоперацию против гетмана Скоропадского. Далее Федорченко утверждает, что получил письмо от брата Василия, который просил, чтобы он вернулся и появился в советской власти, и что он хотел поехать на советскую сторону только с целью амнистии. Утверждал, что бросил в 1920-м повстанцев 10 тысяч душ и не хотел с ними идти на советскую власть. И в конце просил его помиловать, чтобы он мог еще работать среди крестьянства, где он очень популярен. И это тоже чистая правда о популярности. Среди селян рейтинг Федорченко, как бы сейчас сказали, был очень высок. Это с атаманами он иногда рамсил. Вспомним, как он предлагал перейти на сторону большевиков, и его чуть не убили за это. А вот Моравский дал Федорченко такую характеристику: как партизана и человека из крестьянства, старое кадровое офицерство Федорченко не уважало. Вертелся он в кругах казаков и в то время имел влияние на казаков и пользовался между ними доверием и уважением. Взгляды его вообще всегда были крайне левые и, как шахтера, почти анархические. А я с самого начала толдычу, что политика занимала огромное место в мировоззрении батьки атамана. По сути, он человек из народа, а левые взгляды мирили его с большевиками, и именно поэтому он предлагает на суде использовать его как распространителя левых идей. Обратите внимание, что Моравский не сказал «левые взгляды», а «крайне левые». Другими словами, ультралевые, радикально левые – это течение, которое придерживается крайних левых позиций. К ним относят коммунистов, анархистов и так далее. Главная цель ультралевых – построение бесклассового, безгосударственного общества коммунизма. В экономике ультралевые придерживаются идей общественной собственности, то есть
отмены частной собственности. Анархисты еще и за самоуправление, то есть за то, чтобы граждане объединялись и самостоятельно управляли своей жизнью и трудом на рабочем месте, в районе проживания и так далее. И плюс давайте все это приправим вот этим масонским, объединить людей на основе братства, любви, взаимопомощи и равенства, и получится утопия, секта типа свидетелей Иеговы. Потому что мир так не работает. Когда начинают строить коммунизм, получается авторитарное общество. У меня есть видео, как это делали в Китае. Там под лупой все это показано. Как благими намерениями народам мостят дорогу в ад. В общем, Родион Федорченко мечтал о таком вот утопическом мире и намекал, что может быть большевикам полезен с этой точки зрения нести в массы эту ультралевую анархо-масонскую идеологию. Суд все это выслушал и постановил дело прекратить і передать на дослідування в Єкатеринослав для морального враження і показового суду, де протікала його первинна і вельми характерна діяльність. Но Федорченко будет потом трактовать это решение суда, что как будто Одесская сессия 13 августа 24 года его оправдала. В это же самое время Юрий Пирогов-Макаренко 24 августа переезжает в Каменец-Подольск и устраивается в облпотребсоюз инструктором-ревизором. Работа у него была разъездная, по командировкам, и он там встречал разных людей, включая с повстанческим прошлым. И Пирогов с ними знакомился, заводил разговоры о прошлом, для какой цели непонятно. Было ли это конкретное задание чекистов? Не похоже. Вполне возможно, что Иванов, который так запал Пирогову в душу, при расставании намекнул, что будет рад, если он поможет вскрыть еще каких-нибудь повстанцев. И мы расстаемся на этой ноте с одесским периодом Родиона Федорченко. Поэтому забежим вперед и скажем, что чекистов, которые с ним имели дело, Иванова, Барминского, Заковского, Добродицкого, всех их расстреляют с 37 по 39. Иванова, как участника военно-фашистского заговора в органах НКВД УССР, Барминского вместе с супругой включат в сталинский расстрельный список, Заковского, по иронии судьбы, по обвинению в создании латышской контрреволюционной организации в НКВД, а также шпионаже в пользу Германии, Польши, Англии. Добродицкого за участие в контрреволюционной террористической организации в органах НКВД. Что до Александра Веброса, то в 1935-м произойдет массовый провал румынской агентуры, которую забросил иностранный отдел ГПУ города Одессы, куда входил и тот самый Лёва Задов. На допросах Задов показал, что виновато в провале было руководство Владимир Пескер-Пискарев и его заместитель Александр Веброс. По словам Задова, одесские чекисты не гнушались принимать от агентуры контрабанду, растратили около 2000 инвалютных рублей. Перед заброской агентов закатывали с ними банкеты, на которые приходили не только не имеющие к заброске отношения работники иностранного отдела, но и члены их семей. В общем, пошел Веброс в разнос. В 1938-м его арестуют, потом освободят, а через пару лет уволят за невозможностью дальнейшего использования. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А для Родиона Федорченко наступает новый этап его жизни. 8 сентября Екатеринославская ГПУ начинает предварительное следствие по неимущему Родиону Федорченко. 13 сентября его направляют под усиленным надзором в Екатеринослав и заводят на него дело. Исследуя своей новой тактике, Родион не пишет с гордостью, как раньше, что он холост, а вносит в члены семьи своих племянников, 18-летнюю Марусю и 13-летнего Якова. Дело его теперь ведет уроженец Москвы, 22-летний молодой да ранний Михаил Афанасьевич Буторов.
22 сентября Екатеринославская ГПУ начала дорасследование. На допросах Федорченко рассказывал, как оперировал на Верхнеднепровщине, как Малашко предлагал ему выступить против советской власти. Вероятно, шла речь о налете на Верхнеднепровск. А он сказал, что это авантюра. Рассказал, как ему обещали повстанком бородьбистов, а это была по сути компартия. И он поверил и, не проверив фактов участия бородьбистов, в течение 2 недель организовал около 10 000 человек. И как Гилиев его обманул и не слал ему представителей политпартии, и ему в душу вкрались подозрения, что дело нечисто. Интересное уточнение. По дороге в Крым на станции Пришибы встретили врангелевских офицеров, которые должны были привезти оружие повстанцев. Это те самые, вероятно, 75 врангелевских офицеров, обещанных, но они, получается, вовремя так и не добрались до переправы. Как он попросил достать документы, а Гилиев повел его по русским учреждениям вымогать для повстанцев медикаменты, обмундирование и прочее, а документы так и не достал. Такая деталь, что из Севастополя он выехал по ксиве итальянского подданного, что у него какой-то брат был гражданином Италии, но в Италию он не поехал, а ему в Константинополе посоветовали ехать в Румынию, так как там имеются горное предприятие, а он же горный техник. В начале октября доставили из Умани в Екатеринослав и племянника его Дмитрия Федорченко-Тихого, который учился тогда в Уманском сельскохозяйственном техникуме. О нем у нас есть отдельное видео. Дмитрий рассказал, что с дядьком Радывоном он виделся в эмиграции, прожил с ним в Добрудже 2 месяца. И тут из Софиевки летит очередная малява, из которой обнаруживается, что земляки знают Родиона Федорченко не как горного техника, а как портного. Оказывается, у батьки атамана было ремесло, которым можно было зарабатывать и в Румынии, и в Бразилии, и где угодно. И односельчане требовали наказать Родиона Федорченко и его племянника по всей строгости. И добавляют показания того самого Бугаева Сергея Никитовича, брата расстрелянного когда-то Степана Бугая. Об этом факте мы упоминали в начале нашего повествования. Интересно, что главными руководителями повстанцев на Софиевщине Бугаев называет все-таки Малашко и Пухальского. Рассказал он и о налете на Верхнеднепровск, что не удалось налетчиков тогда поймать, скрылись они где-то под Никополем. Вероятнее всего, Родион Федорченко упорно называл себя горным техником для повышения своего статуса. И да, пришлось Федорченко дать чекистам пространные показания о его связях на нескольких страницах. И об украинской миссии тоже, и о докторе Шевчуке. Мы его за это не осуждаем и не хвалим. Это реалии. Такие были правила игры. И каждый эмигрант, который шел на советскую сторону, предполагал, что 90% он попадет рано или поздно в лапы чекистов. Поэтому лучше к ним не попадать, а значит бежать подальше от советской Украины. Особенно, если у тебя есть ремесло. И вот 30 июня 1925 было назначено судебное заседание, но оно не состоялось из-за отсутствия надлежащего состава суда. 11 сентября перед заседанием Родион опять заполняет анкету. Видимо, вопрос возник, кто он такой все-таки, портной или горный техник. И Федорченко уточняет, что горный техник, но экзамены сдавал экстерном. А последнее место работы внезапно горнорабочим в Кишиневе. Отмечается, что он среднего роста и без особых примет. Средний рост для мужчины это приблизительно 175 сантиметров, а без особых примет значит, что батьке атаману удалось выйти из боев без шрамов. И вот, собственно, суд 11 сентября в Днепропетровском, как раньше называли, Днепр. На скамье подсудимых Родион Федорченко и его племянник Дмитрий Федорченко-Тихий. Обоих обвиняют в участии в підпільній петлюрівській организации. Родион Федорченко признает себя виновным юридически, но не политически. На суде он представил еще некоторые детали своей деятельности. В 1921 в эмиграции он вступил в Буковинскую независимую партию социал-демократов. Опять подчеркнул, что Малашко, проезжая через Екатеринослав, предлагал ему принять участие в повстанческом движении, но он отказался. Он и раньше часто говорил, что в это время был болен,
в то время как Малашко находился в Верхнепровском уезде. И да, я и тогда почувствовала, что не было между ними близкого сотрудничества. С Гилиевым его познакомил некий Стороженко, рассказал, что он революционер с 10-12 лет, и когда в 1917-м левые эсеры вышли из правительства, он тоже наряду с ними и эсдеками работал подпольно, что у необходимых средств для организации повстанческих отрядов не было никаких. В каждом селе были организаторы. Это все нам подробно рассказывал Иван Подгорный-Полын. В последнем слове Родион Федорченко попросил смягчить наказание и дать ему возможность сгладить свое преступление. В итоге обоих, дядю и племянника, суд приговорил к расстрелу, но ввиду устойчивости диктатуры пролетариата и тот факт, что преступления ими были совершены в период 19-22 годов и руководствуясь амнистией к 5-й годовщине Октябрьской революции, заменили расстрел на 5 лет заключения со строгой изоляцией без конфискации имущества. Процесс был широко освещен в печати. До нас дошла только заметка от 23 сентября в газете «Красное знамя» города Чернигова. И там газетчики перепутали, думали, что это судили двох братів. Засуджено петлюрівців. Надзвичайна сесія окружного Катеринославського суду розглянула справу видатних діячів Петлюрівського повстанського руху, агронома Федорченка і його брата, гірничного техніка. Обидва вони в 1919 році, служачи в червоноармійських організаціях, додержували зв'язків з нелегальним Петлюрівським штабом. У 1920 році зняли повстання проти радянської влади і захопили Верхнє Дніпровське, де погромили радянські установи, побили радянських робітників і висадили в повітря залізничий міст. Перший раз об этом слышу. Після цього Петлюрівський штаб одного з братів Родіона Федорченка призначив за коменданта повстанського війська на Катеринославщині, де він сформував армію в кілька тисяч повстанців. У 1921-му Родіон Федорченко поїхав за кордон, а потім його знову прислали на Україну для підпільної роботи, де його і затримали. Обох братів засуджено до розстрілу, але зважаючи на станівне становище радянської влади, розстріл замінено на 5 років ув'язнення з суворою ізоляцією. И пока Родион Федорченко отбывал наказание, в мае 1926-го был убит Симон Петлюра в Париже, куда он перебрался после бегства из Варшавы. В Париже Петлюра пытался возглавить эмиграцию для того, чтобы хоть кем-то руководить. Он продолжал заявлять, что борьба не закончилась и что с оккупантами и их наймитами нужно бороться. А для этого необходимо объединиться вокруг его персоны. И даже где-то нашел финансы для издания журнала «Трезуб». Короче говоря, демагог чистой воды. Слова, призывы. Если вслушаться, то от его речей мороз по коже и страшно не напоминают стиль дедушки Леніна. Боротьба нашого народу не припиняється і не припиниться. Нехай вона буде довга і уперта, нехай вона бере нові і нові жертви. Але Україна незалежна, хоче чи не хоче того Європа, таки буде. Справа здобуття української держави – це справа цілої нації української, а не якоїсь кляси її чи партії. Пріоритет державності над партійністю, загальнонаціональних інтересів над класовими та груповими мусимо ми на еміграції зрозуміти і відчувати як категоричний імператив, як одну з головних умовин нашого державного будівництва, наша сила в єдності, а порука успіху наших змагань в державній слухняності. Меседж такий. Я ваш вирок. Слухайте мене, біда не мене. А Федорченко, который когда-то по призыву Петлюры создавал партизанские отряды, в это время сидел на нарах, надеясь на кассацию.
И 19 августа 1926 судья Собчак скостил таки ему приговор до 3 лет, но зато потребовал конфискации имущества. А мы помним, как в анкетах профессиональный революционер Родион Федорченко торжественно указывал, что он неимущий. Теперь он сказал судье, что это таки есть ветхая хата, но даже прокурор признал, что конфисковывать особо нечего. Судебные расходы по бедности осужденных отнесли за счет советского государства. И 29 декабря софиевский милиционер Сиволап составил акт о том, что у Федорченко имущества как такового ничего не оказалось. Так закончился 1926 год. Родион Федорченко пока за решеткой, но душу его греет реальная надежда вырваться на свободу. Буркаленко Иван Яковлевич, 1888 года рождения, родом из села Федоровка Кременчугского округа, который с ним сидел, говорил, что держался батька-атаман особняком, ни с кем близко не сходился.